Как известно, наша планета еще не полностью изучена до конца. В ней могут обитать такие удивительные сущности, от вида которых волосы прямо становятся дыбом. Вашему вниманию хотим представить загадочные твари, о существовании которых вы даже не догадывались. Итак, начинаем. Это невероятно удивительное создание нашли дайверы на дне Тихого океана. Поначалу кажется, что это загадочное существо пришло к нам из других планет. Тело его все в черных и длинных колючках, и посредине движется один глаз. Но на самом деле это редкий вид морского ежа под названием диадема. Эти ежи имеют исключительно длинные, тонкие и острые иглы. Окраска взрослых особей обычно черная, хотя встречаются и белые экземпляры. Иголки необходимы этому животному для передвижения, поедания пищи и защиты от хищников. Странный видеоролик был снят с экскаватора 27-летним мужчиной по имени Питер в Парагвае. Он копал ров на канализацию и вдруг увидел непонятное создание, которое выползло из земли. На кадрах мы видим, как он ковшом слегка задел его, и оно сразу же начало двигаться. Никто с точностью не может определить данное создание. Пользователи интернета сошлись к единому мнению, что оно похоже на угря. Казалось бы, на этом все. Но вдруг нашелся один биолог, который с точностью определил, что этот вид является очень редкой и необычной рыбой, которая во время засухи перебирается из маленьких прудов во влажную почву Земли. Это существо, которое вы видите на кадрах, совсем не является доисторическим монстром, как кажется на первый взгляд. Данный представитель относится к виду аистов под названием шубил. Он живет в образовательном центре дикой природы Уганды в Энтеббе. Этот вид аистов настолько редок, что в мире осталось менее 5000 особей. Он очень большой и может нанести непоправимый ущерб, если захочет, поэтому важно соблюдать его правила, говорит работник парка. При приближении к нему нужно склонить голову, и если вы этого не сделаете, он улетит на другую сторону своего вольера. Когда вы поклонитесь, он ответит, и вы сможете подойти очень близко и прикоснуться к нему. Не совсем понятно, почему он кланяется. Унаследовал ли этот аист поведение от человека, или происходит это все с ними в дикой природе? Данный вопрос еще предстоит выяснить ученым. Жительница колумбийского города Чивола запечатлела на видеокамеру необычную птицу. Вначале она подумала, что это необычный кусок деревянной ограды. Потом эта птица раскрыла глаза и огромный рот. Женщина в испуге отпрянула назад. Ее напугал исполинский козадой. Это достаточно крупная птица. Она ночью охотится на насекомых, которых ловит широко раскрывающимся ртом. Дни она проводит, притворяясь обломанным суком дерева. Из-за громких криков, похожих на стоны, в Латинской Америке исполинского козадоя прозвали птицей-призраком. В некоторых странах региона его появление считают плохой приметой. Где-то в Лаосе на пляже озера было снято одной девушкой странное создание. На первый взгляд кажется, что это какой-то цветок, упавший с растения, но потом неожиданно оно зашевелило крыльями, лапками и переместилось на несколько сантиметров. Девочка подергала его палочкой, и оно опять начало двигаться. Все начали гадать, что это могло быть, ведь сложно определить, к какому виду это существо принадлежит. Одни комментаторы относят его к ряду насекомых, например, редкий вид бабочек. Другие говорят, что это была птичка из вида колибри. Третьи и вовсе заявили, что это создание выползло на берег из воды. Джо Уорд, 47-летний специалист сферы информационных технологий, не особо удивился, когда нашел на побережье нечто, что напоминало ему обычный кусочек пластика, но в итоге оказалось живым существом. Это была обычная семейная прогулка вдоль пляжа Колумб-Бич, Австралия. Джо, его жена и 2 собаки. Что, казалось бы, могло пойти не так? Однако вдруг дорогу им преградило вот это. На первый взгляд может показаться, что это забытый пластиковый брелок или статуэтка, но с глазами. Оно кристально прозрачное и, по всей видимости, живет в воде. Но Джо считает, что это ракообразное животное или, возможно, оно относится к ряду медуз. Никто с точностью так и не определил это существо. Невероятно, но это маленькое и странное на вид существо относится к роду лягушек. Одна семья гуляла по лесу с собакой около города Кейптауна и услышала странные звуки, звучащие из-под земли. Собака начала копать и нарыла это необычное создание. Эта лягушка надулась словно пузырь. При этом она начала издавать необычные звуки.
Многих людей в интернете это звучание очень рассмешило. Почувствовав опасность, испуганная дождевая лягушка принимает угрожающий, как ей кажется, вид. Она раздувается, как воздушный шар, и начинает пронзительно визжать. У человека, встретившего африканскую дождевую лягушку в такой момент, действительно есть шанс умереть от смеха. Перед купанием всегда проверяйте незнакомый водоем. Мужчина вылил в речку Сент-Джонс во Флориде ведро воды, чтобы показать, что лезть в этот водоем лучше не надо. Неожиданно с воды начало что-то выпрыгивать и прыскаться. Многие пользователи, которые посмотрели данный видеоролик, сильно перепугались увиденного. Они посчитали, что в этой реке находится какой-то монстр. Также звучали более логические версии насчет этого. Известно, что в этой реке находится большое количество аллигаторов, и, возможно, это были именно они. Но автор позже написал, что это были на самом деле ламантины. Загадочное существо было замечено в водах Вьетнама возле островов Фукуй. Съемки странного создания производилось группой дайверов, которые плыли на лодке. Многие гадают, к какому виду животное принадлежит, поскольку сложно разглядеть, что это было. Наверное, это неизвестная черепаха, которая плывет над поверхностью воды. Так считает большинство комментаторов под данным видеороликом. Но все же нашлись те люди, которые с уверенностью определили данное существо. Местные рыбалки заявили, что на камеру был снят кальмар. К какому виду он принадлежит, неизвестно. Они его и раньше видели приблизительно в тех водах, как он плавал на поверхности. Женщина отсняла удивительные кадры редкого живого песочного доллара на пляже Кресент-Сити, штат Калифорния. Вскоре после того, как она подняла существо, сразу же была потрясена тем, что его сотни ног двигались. Туристка решила снять кадры редкого происшествия, чтобы показать их племянницам и племянникам. На спине у него нарисован узор в форме листочков, а на другой стороне имеется тысячи ножек, которыми оно перемещается по морскому дну. Биологи говорят, что это разновидность морского ежа. Его еще называют морским долларом. Он встречается людям крайне редко. Подержать это морское создание у себя на руках считается большой удачей. Женщина по имени Эролис, живущая в городе Санта-Фе, США, опубликовала в интернете видеоролик странного существа, которое нашла у себя в саду. Больше всего оно напоминает змею длиной около 10 сантиметров, у которой вместо хвоста растет вторая голова. Женщина решила, что нашла какого-то мутанта, и попросила у пользователей интернета подсказать, что это за создание. Большинство комментаторов сочли находку змеи мутантом, однако подключившиеся к дискуссии специалисты развеяли это заблуждение. Мутант оказался гусеницей винного бражника. Эти гусеницы часто мимикрируют под змей, чтобы отпугивать хищников. Удивительный видеоролик был снят где-то в Индонезии. Некоторые местные жители собрались вокруг небольшой речки и начали снимать на камеру своих смартфонов неизвестных существ, которые плавали в водоеме. Их было очень много. Люди, которые там живут, сами не знают, что это были за существа. Ведь такое они видят впервые в жизни. Эти создания имели черный окрас. Длина у них была примерно 15-20 сантиметров. На следующий день они куда-то внезапно исчезли и больше не появлялись, говорят свидетели. Непонятно, на что они похожи. То ли змеи, то ли угри, рассказывают те люди, которые их словили. Позже завезли несколько экземпляров этих существ биологам для определения их вида, но результатов пока нет. Этот удивительный видеоролик был снят в Бразилии, городе Риу-Гранди-до-Серра. Один мужчина нашел это непонятное создание около своего дома на заднем дворе. Оно имело несколько ножек, и все было покрыто желтыми густыми волосами. Одним оно напоминало маленькую собачку. Другие в шутку говорят, что эти волосы точно такие же, как у Трампа. Комментаторы под видеороликом определили вид этого создания. Оказалось, что это была гусеница под названием фланелевая молли. Внешне гусеница похожа на крошечного персидского котенка, которого так и хочется погладить. При этом ее пушистая шубка усеяна острыми шипами с токсичным содержимым, которое может вызвать боль и неприятные ощущения. В городе Джексон, штат Вайоминг, студент на траве в парку увидел жуткое насекомое, которое перемещалось по густой траве. Молодой человек очень удивился от увиденного и решил заснять его на камеру своего смартфона. Это насекомое было маленького размера и все черное. Молодой человек к описанию видеоролика говорит, что это был скорпион, поскольку он имел длинный и тонкий хвост, в конце которого торчало изогнутое жало. Многие комментаторы с автором ролика не согласны. Они посчитали, что это богомол. Другие же говорят, что данное создание является стрекозой.
Загадочный видеоролик был снят возле Мадагаскара одним дайвером, который погрузился в океан. Несколько метров в глубине он увидел нечто странное и решил подплыть поближе, чтобы получше этот объект разглядеть. Когда он оказался на месте, то увидел прозрачные создания, которые прилипли друг к другу. Они все вместе образовали английскую букву G. Сначала может показаться, что это пластиковые бутылки склеены вместе, но это совсем не так. Морской биолог раскрыл данный секрет. Он заявил, что это очень редкий вид медуз, которые всплыли из глубин океана. Встретить, а тем более заснять их на камеру – большая удача. На этом сегодня все. Спасибо, что досмотрели до конца. Всем пока и до скорой встречи.